Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправляемся в путешествие по уникальной балканской стране, по Албании. В этой стране я исследовал практически каждый уголок и в общей сложности провел около 3 месяцев. Я собрал все доступные материалы, чтобы сделать прекрасный, красивый и информативный обзор по всей стране. Приехав в совершенно мне незнакомую страну, в которой кроме названия столицы я больше ничего не знал, через несколько дней я понял, что это именно то место, в котором я чувствую себя как дома и в которое хочется возвращаться снова и снова. Гостеприимство людей, уникальная кухня, дух, захватывающая природа, лазурные пляжи не оставляют выбора, как только по уши влюбиться в эту уникальную страну. В религиозном и культурном плане Албания очень многовекторное государство. Находясь под влиянием многих империй, за весь период исторического развития албанский культурный код медленно, но верно превращался в такую очень интересную, насыщенную поликультурную смесь. Так, например, современный албанский язык содержит славянские, германские, румынские, итальянские, греческие элементы, а также латинский след. Но довольно истории. Давайте знакомиться с лучшими локациями страны. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Погнали! Но перед этим поговорим о том, как добраться и где Албания, собственно, находится. Албания расположена на Балканском полуострове, в Южной Европе. В своей северной части она омывается водами Адриатического моря, а в южной – водами Ионического моря. Оба являются частью Средиземного моря. В Албании 2 международных аэропорта – в городах Кукес и в Тиране. Столичный аэропорт Тирана принимает самое большое количество международных рейсов, а в марте 2025 года должен открыться еще один международный аэропорт в городе Влора на юге страны. Если вы едете из Италии, то до Албании можно доплыть и на пароме из города Бари в город Дуррес, что займет около 10 часов. Но по пути вы увидите потрясающие виды Адриатики и, если повезет, закат или рассвет на море. Тирана – это столица и самый большой город страны. Обязательно посетите площадь Скандербега, названная именем национального героя, который успешно противостоял Османской империи. Рядом с ней заберитесь на смотровую площадку отеля Плаза и с огромной высоты полюбуйтесь на город. А в южной части города есть громадный парк с озером, обязательно к посещению. Тирана не такой древний город, как, например, Дуррес или Влора. Город был основан в 1614 году и только в 1920 году стал столицей Албании. До этого столицей был курорт Влора. За это время город ощутил на себе турецкое, итальянское и советское влияние, что можно проследить в его облике. Архитектура Тираны очень разнообразна.
Историческая часть Тираны не очень большая. Осмотреть все самое знаменательное можно за один день, а после отправиться гулять или за покупками. В городе есть как рынки, так и торговые центры с брендовыми магазинами. Близость Италии, всего около 300 километров по воде, дает широкие возможности для поставок качественной итальянской продукции. Тирана – большой шумный город с активным уличным движением. Особенно город оживает вечером, когда туристы и столичные жители отправляются на прогулки в бары и в ночные клубы. Близость моря отлично сказывается на меню албанских ресторанов. Вместе с многочисленными блюдами из баранины здесь предлагается широкий выбор блюд морской кухни. Также хочется сказать о людях. Люди – это главное сокровище страны. Они очень добрые, отзывчивые и готовые помочь практически в любой ситуации. В любом случае, вы не будете себя чувствовать брошенным в этой стране. Если у вас есть вопрос или проблема, смело обращайтесь к местным жителям, и они вам бескорыстно помогут. Проверено на личном опыте. Дуррес – это второй город страны, берущий свое начало в первом веке до нашей эры. Старейшим объектом в городе является римский амфитеатр, датируемый первым веком. Дуррес очень благостный, комфортный городок с красивыми пляжами. Лучшие из них находятся в его северной части. Ссылка на локацию под видео. Из порта Дурреса на пароме вы можете добраться до разных городов Италии. Пляжная линия Адриатического моря в Дурресе растянулась на 15 километров. Пляжи здесь с сыпучим белым песком и пологим входом в море. Часто глубина начинается только после 50 метров от берега, поэтому Дуррес идеально подходит для отдыха с маленькими детьми. Особую атмосферу имеют маленькие горные албанские города. Одним из таких является город Круя, находящийся в 40 километрах севернее Дурреса. Именно в этом городе родился национальный герой Скандербег, о котором я ранее упоминал. Горные ландшафты Круи захватывают дух и воображение. Главной достопримечательностью является крепость с V века, построенная для защиты от Османской империи, и музей Скандербега. Для меня, человека, любящего природу, горы были самой главной силой притяжения, поэтому небольшой поход в горы имел место быть. Даже несмотря на дождь, не было предела восхищения от того, что меня окружало. Шкодра
Это один из старейших городов Албании, был основан в IV веке до нашей эры. По ходу истории город был под влиянием разных империй, но лишь в 1912 году, после Первой Балканской войны, вошел в состав Албании. Главной туристической достопримечательностью города является крепость Разафа, построенная еще в III веке до нашей эры. Сейчас здесь располагается небольшой музей. Но самым красивым местом является Скадарское озеро, которое разделено границей Албании с Черногорией. Вы можете взять велосипед в аренду и в полной мере насладиться поездкой вдоль озера в сторону Черногории. Если вы путешествуете по Албании, если вы любите природу и любите ходить в походы, то это место вы не можете обойти стороной. Тет – это небольшая деревня в округе Шкодры, находящаяся глубоко в Албанских Альпах, и за счет этого складывается впечатление полной изоляции от внешнего мира и стопроцентное единение с природой. Это поистине уникальное место. В основном сюда приезжают, чтобы ходить в походы. Существует много разных маршрутов, коротких и длинных. Самые популярные, короткие, это посещение водопада или водопадов и источника Голубой глаз. Опытные туристы переходят через перевал Тет-Вальбона, что является наилучшим впечатлением от этого региона. Поселиться там вы можете в гостевых домах, которыми управляют местные жители. Впрочем, они там сами и живут. Для вас они будут делать буквально все, что необходимо. Вам предложат даже вкусную домашнюю албанскую еду за 3 копейки. Самое интересное было то, что хозяева почти ни слова не понимали по-английски, а мы ничего не понимали по-албански. Но как-то мы друг друга понимали. Дедушка нам даже пытался рассказывать какие-то истории. Смеялся, а мы сидели и слушали. Вам обязательно предложат национальный напиток ракию, и отказываться считается большим неуважением. Если вы не пьете, хотя бы намочите губы или сделайте вид. И этим вы сделаете хозяев самыми счастливыми в мире. Такие гостевые дома в основном стоят отдельно. Когда мы вышли с автобуса, нам сказали идти прямо минут 20. На самом деле было дольше, и мы не сразу смогли найти то нужное прямо. По дороге пришлось переходить через большой горный ручей. В общем, друзья, это место совсем другая, очень красивая реальность.
Ну а мы останавливаемся в центральной части страны, в городе двух морей Влоре. Это один из больших курортов страны с населением в 130 тысяч человек. Так же, как и Круе, город Флора была провозглашена частью Албании лишь в 1912 году. Курорт Флора уникален тем, что расположен сразу на двух морях – Адриатическом и Ионическом. Песчаные пляжи Адриатики с голубой водой плавно переходят в галечные пляжи Ионики с бирюзовой водой в скалистых бухточках. Поэтому отдых во Флоре становится своеобразным развлечением – сравнить пляжи, сравнить моря. Во Флоре вы можете подняться к замку Канина. Так называлось поселение много лет назад на этом месте. Оттуда открываются невероятные виды на два моря и на город. В прогулках на катере вы можете посетить уникальные природные места, такие как этот грот и многие другие. А особенно красивыми были местные закаты. Находящийся южнее Влоры, город Химара подойдет больше для тех, кто хочет спокойный отдых, потому что здесь не так много туристов, но море просто волшебное, это Ионическое море. В 30 минутах пешком от города есть скрытый пляж, пляж Филикурит. Вот там настоящий рай, потому что там совсем мало людей, но спускаться к пляжу нужно при помощи веревки, это не так просто, так как там очень круто, но в итоге это стоит того. Это место создано для того, чтобы им восхищаться. Это город Берат. Здесь не хочется говорить, но хочется слушать, впитывать, запоминать, чтобы возвратиться домой в состояние просветления. История этого города насчитывает более 2000 лет. Можно сказать, что город был свидетелем всех важных для человечества событий. Сменялись цивилизации, вспыхивали и затихали войны, а Берат все так же стоял, немного угрюмый, но от этого не менее обаятельный. Великолепие Берата складывается из его природы и неповторимой архитектуры. Вот посмотрите на это великолепие. Церковь Святого Михаила, средневековая византийская православная церковь, расположенная на вершине холма. Как часть исторического центра Берата, церковь включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и, возможно, была построена в XIV веке и посвящена Архангелу Михаилу. До самой церкви можно очень легко дойти пешком, а центр города это займет 15 или 20 минут. Берат – это один из таких городов, который как бы оторван от реальности. Он находится в горах. Здесь свой ритм, правила жизни и какая-то особенная атмосфера, уникальности и особенности. Чем-то по ощущениям мне это место напоминает деревню Тет в горах, о которой я рассказывал немного ранее. Город находится в очень живописном месте, между холмов, среди которых протекает горная река. Любители природы без сомнений влюбятся в это место.
А если вы любите ходить в небольшие походы, то на этих холмах много несложных троп, которые приведут вас в очень красивые места, в которых, кажется, даже душа возвышается над долиной от этой ослепительной красоты. Жемчужина Берата — его крепость, которая прекрасно сохранилась. Эти стены стоят здесь с VI века и помнят владычество и христиан, и турок-мусульман. В домах при крепости до сих пор живут люди. И не просто живут, а как ни в чем не бывало, пасут скот, занимаются ремеслами и вообще словно не замечают великолепия этой крепости. Другой жемчужиной Албании является натуральный источник «Голубой глаз», находящийся рядом с Сарандой. До настоящего времени ученые так и не смогли установить глубину этого источника. Когда я там был, там можно было искупаться в этой ледяной воде и почувствовать под собой бездонное око, созданное природой. Источник находится в легкой пешей доступности от парковки по асфальтовым дорогам. Насладитесь прогулкой среди пышной растительности и озер, прилегающих к самому источнику. Мы с вами перемещаемся в один из красивейших городов Албании. Этот древний город находится не на побережье, а в горах. В Албании есть 2 города не на море, которые просто обязательны к посещению. История обоих более 2000 лет. С городом Берат мы с вами уже познакомились. А сейчас давайте знакомиться с городом Гирокастра, который был основан в 1 веке до нашей эры. Уникальное явление, но Гирокастра имеет статус города-музея. Для Албании это круче даже, чем список всемирного наследия ЮНЕСКО, куда Гирокастра тоже включена. Дал этот статус городу Энвер Хаджа. А знаете почему? Потому что он тут родился. Энвер Хаджа после Второй мировой войны на 40 лет захватил власть и стал диктатором. Он боялся, что американцы скинут на него атомную бомбу, и построил по всей стране более 750 тысяч бункеров, которые даже можно увидеть на пляже за городом или даже в горах. Далее отправляемся на юг страны, ближе к Греции. Саранда — курортный город номер 1 в Албании. Тут есть все, что нужно туристам. Отличные пляжи, шикарное море, развитая инфраструктура, горы, целая куча достопримечательностей и даже возможность уплыть на греческие острова. И все это в одном небольшом городишке на побережье Ионического моря. Город находится на самом юге страны. И первые упоминания о поселении в этом месте относятся к 1 веку до нашей эры, когда Римская империя управляла этими землями. Далее на этой земле были византийцы и около 500 лет Османская империя, которая рассыпалась в 1912 году, и Албания получила независимость.
Настоящим райским местечком является бывшая рыбацкая деревня Ксамиль, что южнее Саранды. Это самое южное курортное поселение, находящееся рядом с Грецией. В сезон там очень много туристов и буквально каждый пятачок пляжа кем-то занят. Так что хорошо подумайте, нужен ли вам такой отдых. А вообще, благодаря бирюзовой воде Ионического моря и белоснежным пляжам, это место называют албанскими Мальдивами. Ну что, друзья, пора подводить итоги. Вы знаете, когда я впервые собирался в Албанию, мои немецкие друзья крутили у виска и говорили мне: «Ты что, с ума сошел? У тебя там украдут деньги, документы и самого тебя украдут». Но в итоге произошло все наоборот. Я жив и здоров. И Албания стала одной из тех стран, в которые хочется возвращаться снова и снова. Поверьте, это того стоит. А когда вам кто-то говорит, что там то-то или то-то, да не слушайте вы уже никого. Просто берите билет и вперед собирать свой личный опыт. И тогда вы поймете, насколько велика разница между тем, что вам рассказывают, и тем, как это на самом деле есть. Итак, ссылки на все локации я собрал в описании к этому видео. Также там же вы найдете тайм-коды, чтобы вам было более удобно смотреть нужный вам раздел видео. Если что-то забыл, пишите в комментарии, я отвечу на все ваши вопросы. Друзья, ну и в заключение, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее виртуальное путешествие. Если это так, то прошу вас подписаться и поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Потому что ваша активность – это прямая мотивация для меня продолжать этот проект. До новой встречи, пока-пока!